Итак, всем доброго вечера. Мы в нашем волшебном лесу. Видите, я же говорю, такой огромный красивый лес. Просто редко выходим, потому что пока дела, и это то, третье, десятое, уже, в принципе, темнеет. Уже как-то не до этого вечно откладываем, но ритуалы в лесу, да вообще в древние времена основное количество ритуалов делалось на природе, в лесу, еще где-то, да. Потому что люди все-таки обособленно жили, и вообще колдовские работы делались подальше от глаз. Это муравейник, Ян? Да, у нас здесь вообще огромный муравейник. Вообще супер. Сейчас обратно будем идти. Научу очень. Кстати, сейчас могу научить. Давайте. Прям. Научите-ка. Идете к муравейнику, кидайте деньги. Это древний заговор. Но есть и мой вариант. Сейчас я скажу свой вариант, свою версию. Кидайте деньги, и как только муравьи начинают ходить, а они будут ходить по этим деньгам, нужно говорить, сколько муравьиных ног по этим деньгам прошло, столько денег в мой кошель пришло. Да будет так. Можно по-другому. Сахар кидаете и говорите, сколько муравьев на этот сахар собирается, столько денег в моем кошеле набирается. Да будет так. Ну и вообще, можно просто кинуть и сказать, вот сколько муравьев по деньгам прошло, столько денег ко мне пришло. Очень элементарные вещи, но реально, смотрите, какой. Они же вообще организованы очень так умно. Ой, блин, смотри, какая красота. Я хочу вам сказать, что один ведет за собой муравьев, и все они за ним идут. У них же осязание, они не видят друг друга. Но они очень хорошо организованы. У них муравьиная матка есть, у них есть старые девы, которые воспитывают муравьят, то есть этих маленьких нянчат, и они у своих, да, своих нету, специально такие для того, чтобы нянчить. Няньки муравьиные. Да, и еще там такой момент. Если кто-нибудь их собьет с пути, они будут вот так кругами ходить. Вы видели, как кругами ходят? Не помню, какой профессор говорил, что видел огромный муравейник. Ну, то есть не только он, и его рабочие, которые там в девятиэтажный дом, что ли, они вот вокруг ходили, огромное количество муравьев. И в конце концов они столько ходят, пока не умрут с голоду и от истощения. Так что вот когда народы идут, например, за одним безумцем, да, сумасшедшим, больным на всю голову, вот говорят, что как муравейник муравьев по кругу водят, пока они не умрут. Так что вот по пути вам об этом тоже запишите. Очень полезная вещь, пока лето. Все лето можете делать. Очень быстро срабатывает. Ну, вообще, я много давала таких ритуалов похожих. Так вот, друзья мои, что я хотела сказать, уже не помню. Все, теперь вспомнила. Отправить зло обратно. Так вот, сделанные на природе работы, они с ускоренной силой бьют, потому как природа, она взаимосвязана. Ветер нас слышит, духи слышат. Люди в последнее время говорят, вот такое ощущение, как будто меня слышат. Вот я хотела какую-то траву, не знала, где заказать, и тут случайно забрела в магазин, а там вот как раз эти травы продают. То есть тебе дали понять, если ты хочешь провести этот ритуал, на тебе возможность, проведи. Духи нас слышат, но прежде чем они будут нас слышать, мы должны с ними наладить контакт, чтобы они нас поняли, слышали и помогали. Теперь, если в вашей жизни никак не заканчиваются трудности, бедствия, если в вашей жизни начинаются всякие там на работе неприятности, в общем, постоянно какие-то нехорошие ситуации, значит, все-таки вам желают это зло или насылают это зло. Но, конечно, в этом случае лучше идти к человеку, который понимает в этом всем, который поймет, откуда ветер дует, как нам пройти, может быть, нам к деревьям. Давай. Да, откуда ветер дует, кто делает, или просто человеческая зависть. Вот похвастались даже у своих там родных, близких, казалось бы, а не знали, что они тоже могут пожелать вам
много нехорошего. И у вас начинают портиться дела. И как быть в этом случае? В этом случае надо делать следующее. Во-первых, эти комары нас сейчас съедят. Начнем с этого. Подождите, вот я взяла, давайте А может быть, не туда пойдем, а куда? вот в эти деревья будем делать. Сейчас меня попшикает, и мы продолжим. Итак, вам нужно 12 монет и 12, значит, этих Чёрных отрезков, да, нитей, Вот. шерстяных ниток. Вот. Вот нитки Держите. и 12 монет. Привязываем, Сейчас я еще монеты достану. да, Ой, ты по несколько штук доставай, ничего. Мы будем с перерывом. Нужно привязать к ветке дерева, начитать, идти дальше. И положить рядом внизу монету. Дальше, следующей ветке опять привязывайте, читаете. Я к дереву. К дереву, ну, деревья же, вот Ну, ветки. красным деревьям надо. А то Да. ветки подумают разные. Не, к разным деревьям, к разным веткам. В 12 местах. И уходите. И постарайтесь потом, ну, хотя бы 3-4 дня в этот лес не заходить. По крайней мере, туда не подходить, где вы сделали. Потому что удар как раз идет в эти дни. Что происходит у людей? Болезни, неприятности, денежные потери. Они грузятся, уже у них столько проблем, что они о вас уже забывают. Ян, вот возьми по одной нитке. Угу. Вот я тебе оставлю, иначе сейчас чего-нибудь тут натворю. На. Да, я буду читать, а ты просто привяжи. Да? Да, и показывай. Все остальное сюда. И ента карман. Все, давай. Ты Вы будете читать, я буду ходить завязывать. да, ты сейчас завяжись сначала, чтобы Вот показать, как мы завязываю. будем делать. Сначала завязываем. Вот. Угу. Раз. Читаю. Монету кладу. Не, потом, А, потом. после. Да, можем вместе читать. Начали. 12 духов призову, 12 ветров позову, 12 замков открою, 12 затворов отворю. Никуда мой враг от вас не уйдет, везде его мой заговор найдет. Исайя, Исайя, Аз, Азы, Бара, Абара. Враг мой упал, провалился. В дело его... Нет, неправильно. А дело его развалилось. Мое слово первое, а врага моего слова никакое. Исайя, Исайя, Ас, Азы, Бара, Абара. Ходи от меня прочь, ты жаба, а я змея, проглочу, не пожалею. Вырваться ты не успеешь, спастись не сумеешь, ты гусь, а я рысь. Сожру, уничтожу, никто тебе не поможет. Исайя, Исайя, Ас, Азы, Бара, Абара. Съем тебя, не подавлюсь, позору твоему подивлюсь. Над тобой посмеюсь, 12 ветров, 12 духов, заговор мой услышали и слово в слово исполнили. Исайя, Исайя, Ас, Азы, Бара, Абара. Заклинаю. Это я просто с ошибками тебе, да, отправила. И вот ты напечатала. Да, кладешь монету, говоришь, откупаюсь. Откупаюсь. Идем дальше. Так, Давайте. пошли. Будете читать, это я сбиваю. Давай, хорошо. Давай. Ну вот 3 места сделаем, и достаточно. Привязываю. Остальное без вас. Будем бить врагов. Так. Кстати говоря, пользуясь случаем, ой, опять ритуал Айше Ханум сегодня меня, значит, отметили. Опять думаю, что такое? Я же на днях сказала, не надо трындеть, надо доказательства предъявлять, прежде чем гавкать. Предъявили доказательства, чьей-то там молитву во имя Христа, в Матушки Богородицы и мою работу. Во-первых, там по датам видно, кто после кого делал, кто у кого взаимствовал тип ритуала. Это первое. Во-вторых, насколько надо быть ишшаком, чтобы не понять, что у меня на тюркском языке совершенно другие слова, другая работа. Хочу сказать специально для этих ишшаков. В магии огромное количество ритуалов с зеркалами, с водой, со всеми остальными атрибутами. Но мои работы абсолютно другие. Там другие слова, другие действия. Если вы считаете, что если там свечу зажгли и я зажгла, значит, это одинаковая работа, то вам надо к психиатру.
Бедная несчастная баба с помятым лицом, как постель неубранная. Иди уже займись делом. Жалко тебя. Ты аж похудела от своей злости. Вот на тебя и делаем. Все, начали. 12 духов призову, 12 ветров позову, 12 замков открою, 12 затворов отворю. Никуда мой враг от вас не уйдет. Везде его мой заговор найдет. Исаия, Исаия, Ас-Ази, Бара-Абара. Враг мой упал, провалился, а дело его развалилось. Мое слово первое, а врага моего слова никакое. Исаия, Исаия, Ас-Азы, Бара-Абара. Ходи от меня прочь, ты жаба, а я змея. Проглочу, не пожалею, вырваться ты не успеешь, спастись не сумеешь. Ты гусь, а я рысь. Сожру, уничтожу, никто тебе не поможет. Исаия, Исаия, Ас-Азы, Бара-Абара. Съем тебя, не подавлюсь, позору твоему подивлюсь. Над тобой посмеюсь. 12 ветров, 12 духов, заговор мой услышали? И слово в слово исполнили. Исаия, Исаия, Ас-Азы, Бара-Абара. Заклинаю. Давай. Откупаюсь. Да. Откупаюсь. И идем еще один. Покажем. А остальное без свидетелей. Вот это, наверное, Ян. Давайте. Угу. Читайте. «12 духов призову, 12 ветров позову, 12 замков открою, 12 затворов отворю. Никуда мой враг от вас не уйдет. Везде его мой заговор найдет. Исаия, Исаия, Ас-Азы, Бара-Абара. Враг мой упал, провалился, а дело его развалилось. Мое слово первое, а врага моего слова никакое. Исаия, Исаия, Ас-Азы, Бара-Абара. Ходи от меня прочь, ты жаба, а я змея. Проглочу, не пожалею, вырваться ты не успеешь, спастись не сумеешь. Ты гусь, а я рысь. Сожру, уничтожу, никто тебе не поможет. Исаия, Исаия, Ас-Азы, Бара-Абара. Съем тебя, не подавлюсь, позору твоему подивлюсь, над тобой посмеюсь. 12 ветров, 12 духов, заговор мой услышали? И слово в слово исполнили. Исаия, Исаия, Ас-Азы, Бара-Абара. Заклинаю. Откупаюсь. Откупаюсь. На этом все. Итак, когда у вас все это закончится, завершится, приходите в тот же лес, не надо искать те же деревья, под любым деревом, значит, вылейте пол бутылки, ну, возьмите бутылку какую-нибудь хорошую водки, оставляйте 12 монет и говорите: благодарю, кланяюсь и откупаюсь. Отвернитесь и уходите. Все. А у вас получится в течение, недели-двух уже вы увидите результат. Если в течение 2 недель слабовато будет, повторите в том же лесу к разным деревьям. Можете в другом лесу, неважно. Монеты одного номинала брать. Да, монеты одного номинала брать, любые монеты. В странах, где нет монет, берете камни, покупайте, маленькие, лунный камень, что еще там, аметисты, в общем, вот эти маленькие камни, которые продают в каждой вот этой эзотерических магазинах или на сайтах и так далее. Они тоже обладают силой. То есть вы тратите деньги и оставляете вместо денег камни, потому что есть страны, где практически нет вот это мелких номиналов. Все, друзья мои. А что случится с вашими врагами, вы увидите в скором времени. Всем удачи!